Хочу обратить сразу ваше внимание и открою древо Yggdrasil, схему древа Yggdrasil. И сразу обращаю внимание, что древо у вас должно быть распечатано. Теперь это все объедини: руны, руническую сетку и древо Yggdrasil, и для тебя будет открываться тайны знания рун. 3 вещи: 24 руны, древо Yggdrasil и руническая сетка. Это основные ключи для понимания рун. А теперь смотрите, мы переходим сегодня к Турисас. И вот всякий раз, когда мы переходим на другие связки миров, то есть руны являются связью двух миров, и Турисас считается одна из самых сложных и опасных рун в плане того, что эта руна дает самый интересный аспект – это расчистку. И руна Турисас – это намерение. Вот тема занятия Турисас – руна намерения. На самом деле, еще в классическом аспекте эта руна говорит о воротах, о защищенных воротах. Руна Турисас – это абсолютно закрытая руна. Но она закрыта настолько, насколько мы создаем вот эту трансляцию выхода в ворота. То есть, перед тем, как сформировать или запустить намерение, мы в первую очередь должны очень хорошо подумать, насколько мы готовы это намерение запустить, насколько мы готовы создать прецедент подачи этого намерения. Перед тем, как открыть дверь, нужно подумать, не все ли мы взяли с собой, мы готовы выйти в мир. И в то же самое время, выходя в мир, это не значит, что мир нас будет встречать распростертыми объятиями. Дело в том, что у нас, на нас и в нас и с нами будет Турисас. А Турисас — это обоюдный меч. Вот представьте, на улице выходит человек с топором, заточенным с двух сторон. Как будет реагировать люд на вас, гуляющих с обнаженным мечом? Кто-то будет бояться, кто-то будет становиться в позу, кто-то будет, агрессия или еще что-то. А вы молча идете по своим делам. Вот где-то в таком моменте. Потому что руна Турисас — это не только руна ворот, это руна порядка или расчистки. Иными словами, это покровитель этой руны Тор, и более близкое значение можно объяснить как сам молот Тора или топор Тора, который возвращается. Если мы его запускаем, он возвращается к нам. Вот можете себе представить, вы запускаете топор, который с двух сторон заточен, аллегория такая. Вы запускаете этот топор, он летит, и в этот момент вас отвлекает. Вы отворачиваетесь, а топор возвращается, как бумеранг. А вам же его нужно ухватить, он же к вам возвращается. Если вы в этот момент не будете сконцентрированы на возврате этого топора, хорошо, если отрубит только конечность. Может и голову шить. Поэтому в магии эта руна считается опасной, если ее не умело управлять. Ею не умело управлять. В чем ее опасность? Это потерять контроль. Вот в течение недели активации этой руны контроль будет на первом месте. Любую мелочей вообще не будет. Нужно будет контролировать. И руна будет вам показывать в течение недели ваше намерение. Запустили намерение, сконцентрированно его удерживаете, и оно возвращается реализацию, что в каждой следующей руне содержится предыдущая руна. Мы узнаем силу только тогда, когда мы с ней соприкасаемся. То есть мы понимаем разницу. Это мы можем, это мы не можем. Вот. Это все было для того, чтобы мы взяли топор Турисас и с намерением начали расчищать дорожки, расчищать пути реализации.
Вот это Турисос, так работает. Турисос используется активно в вредоносной магии, потому что самый мощный дополняющий, такой мощный, сильный импульс намерения, особенно эмоционального намерения. То есть любые эмоции, которые мы будем проявлять вместе с Турисос или вписывая их в какие-то магические действия, будет просто-напросто расчищать. И эмоция это будет исходить из природных, естественных наших вещей. Вот почему нужно контролировать это. Потому что неконтролируемый запуск намерения будет тут же вам возвращать. Так будет работать руна Турисос. И я начал вот именно с вот таких вот предупреждающих вещей, чтобы вы максимально сконцентрировались. Болезнь, расчистить болезнь, намерение выздороветь, все, выздоровею. Никаких сомнений, но я еще поболею пару дней. Хочешь выздороветь, выздорови. Если я еще хочу поболеть пару дней, будешь болеть пару дней. Намерение это открытые ворота. И в тот самый момент, самое интересное, что, как еще работает руна Турисос, на что я обращаю внимание. Пока вы еще не запустили топор, он у вас в руках. Вы пока только прицеливаетесь. Но как только вы разжали кулак в взмахе, и он вышел из руки и полетел, если в тот момент дернулась рука и отклонилась от намерения, или не туда прицелились, или отвлеклись, он полетит туда, куда вы даже можете не предположить. Запустили, и он уже летит, уже ничего не изменишь. С топором, который запустили, который ты уже не можешь выхватить, он уже отлетел, и он летит с большой скоростью. Самое интересное, что если кто-то на пути попадается, то это его проблемы. Вы топор уже обратно не ухватите. Вы даже можете кричать: ей, берегись, он летит очень быстро. Неосторожное слово, молот улетел. Неосторожная мысль, молот улетел. Эмоциональная мысль, да чтоб ты сдох. Ну будьте готовы, что у человека начнутся проблемы не просто со здоровьем, а он будет вздыхать. Полностью контроль. В этом и узнается руна. Каждое слово, каждая эмоция, каждая мысль, каждый взгляд. В этом будет узнаваться руна. В вредоносной магии, я наговорю ее не черная магия, мы вообще от этого термина будем избавляться. В вредоносной магии, а в северной традиции такие вещи нормально, и вы будете применять, потому что мы проводники, мы становимся проводниками. Активируя руны, мы проводники, мы не можем уже творить определенную отсебятину. У нас есть право творить магию согласно законам. Руны очень мощное оружие. Контроль, еще раз контроль. Каждой мысли, каждого слова. Особенно в период активации руны Турисос. Турисос в свете высших сил развеивает любые иллюзии. Вот расчистка иллюзий. Расчистка тумана. Вот запустил в туман, и ты не видишь, как он из тумана проявится. Только видишь след от него. Шлейф пошел. И он где-то должен вернуться. А ты не видишь, сплошной туман. Видимость 0. Куда он вернется, как он вернется. И этот туман надо расчистить. Вот поэтому руна еще говорит расчистка. А еще знаете, в чем заключается защита этой руны? Очень важный аспект защиты. Защита в том, что она заставляет человека быть бдительным и ответственным к любым своим действиям, мыслям, словам, всему. Вот это есть самое классное. А именно в том, что человек концентрируется, не дает себе расслабиться. В этом он защищен. Его нельзя сразить, он все время начеку, он все время сконцентрирован. Нету страха. Есть максимальная концентрация намерения. Максимальная концентрация. Куда я запустил молот, оттуда он должен вернуться. Он не бумерангом в затылок стукнет, а он вернется оттуда, куда вы его вернули. Но он вернется оттуда с реализацией вашего намерения. Вот почему руна Турисос, вот многие говорят, в рунах нет откатов.
А знаете почему? Потому что используется грамотно руна Турисос. Это же об этом не говорят. Никто не говорит, почему нету отката. Потому что Турисос равновесно. Что ты запустил, то тебе вернется. Запустил намерением, силой запустил, вернется то, что ты запустил. Равновесие. Не нарушается никакой закон. Ни закон воли, потому что получишь то, что ты запустил. Ни закон равновесия, потому что энергия равновесна. Но вот здесь вот относительно руны Турисос он очень ярко выражает ситуацию. То есть перед тем, как запустить, очень хорошо подумай, как оно тебе аукнется, как оно тебе вернется. Это не значит, что давайте мы зачехлим Турисос, или можно его пропустить. У меня был такой, а можно мы его пропустим? Вот. Ну, тогда будет, знаете как, а можно инвалиду ходить без костылей? Ну, можно, но он будет ползать. Вот такой вот пугающий экскурс. Знаете, меня в свое время, когда я учился столярке, меня обучали технике безопасности очень интересным способом. Рассказывали страшные истории об отрезанных пальцах, об поражении током и тому подобное. Вот нас мастер водил и рассказывал разные истории. А вот тут вот этот станок называется C6, это циркулярка. Был один случай, и он рассказывал технику безопасности в случаях. Не знаю, правдивые случаи были или неправдивые, но мы запомнили на всю свою жизнь, что без защиты работать не надо, что пальцы в станок совать тоже не надо, пробовать там, ну и все такое там. И по всем параметрам техники безопасности у него были разные веселые истории с кровавыми картинками, а описывал он эти картинки очень ярко. И я вот взял себе на вооружение, что самая лучшая техника безопасности — это кровавые примеры. Вот я где-то пытаюсь не сильно вас запугивать, но где-то приводить кровавые примеры. Ну, дальше сработает ваше воображение. Только не сильно воображайте, а вот просто запоминайте.